Рагнар — уродливый, отвратительный сирота, которого всю жизнь преследовали неудачи. Когда Рагнару было 3 года, его родителей съели драконы, и его взяли к себе родственники. Оказалось, что через день их тоже съели драконы. Через несколько месяцев его усыновила богатая семья. И знаете что? Появились драконы и сожгли их дом. В итоге он стал бездомным мальчиком без семьи. Потому что драконы не могут съесть твою семью или сжечь твой дом, если у тебя их нет. Но люди стали обвинять его в том, что из-за него появились драконы. И почему-то он всегда оставался в живых. В то время он всегда думал, есть ли место, где он мог бы жить спокойно. Но потом перед ним появился яркий свет. Это была Лео, которая спросила, не хочет ли он поохотиться на драконов вместе с ней. В то время она тоже была бездомной сиротой. Не дожидаясь ответа, она пригласила его на свою вечеринку. Но Рагнар, типичный трус. Он хотел сдаться, просто взглянув на размер дракона. Но Лео бросилась вперед и одним ударом разрубила дракона пополам. В итоге они сблизились, и Рагнар всегда старался заботиться о Лео. Затем Рагнар объясняет нам, что у драконов есть магическое родословное, и они нападают только на людей. Он говорит, что есть 2 способа убить дракона. Один — заморозить его кровь аурой серебряного оружия, а другой — сжечь его на солнце. Но однажды на их город напали драконы, и Лео пожертвовала собой, чтобы защитить его. С тех пор Рагнар начал мстить и охотиться на всех драконов, пока они не исчезнут. За эти годы Рагнар много раз участвовал в битвах и чуть не погиб, но продолжал сражаться. Сначала он всегда проигрывал, но постепенно начал побеждать, пока не стал выигрывать всегда. Он продолжал сражаться 44 года, пока его серебряный меч не слился с его телом. Рагнар превзошел человеческие возможности и стал сильнейшим охотником на драконов. Но однажды появился странный парень по имени Кримсон. Он говорит, что впечатлен тем, что человек смог стать таким сильным. Рагнар спрашивает, кто он такой, и Кримсон представляется высшим драконом. Рагнар отбрасывает его верхнюю часть тела, уничтожая ее. Из-за спины Рагнара появляется еще одна версия Кримсона, которая говорит, что хочет заключить сделку. Он хочет, чтобы Рагнар присоединился к нему, чтобы они могли убить всех драконов. Но Рагнар отрубает ему голову. Настоящая версия Кримсона ловит голову, объясняет, что может научить его использовать свою настоящую силу и предлагает Рагнару вместе сражаться с драконами. Получив отказ, Кримсон вынужден был сообщить другим драконам, где находится Рагнар. В итоге Рагнар не смог победить всех драконов и усомнился в своей слабости. Внезапно крылатый ангел-дракон по имени Ультиматия заявил, что ему будет позволено жить. Рагнар был в замешательстве, когда другой дракон сказал ему, что он превратится в дракона. Он забудет все свои воспоминания и ненависть к драконам. Ультиматия создает кинжал и пронзает спину Рагнара. Но Рагнар вспоминает о своей настоящей цели в жизни и вонзает меч себе в грудь, чтобы кровь драконов не запятнала его сердце. Рагнар признается, что его жизнь действительно была бы бессмысленной, но он все равно решает не позволять Ультиматии делать то, что она хочет. Позже в тот же день появляется Кримсон, впечатленный тем, что Рагнар заморозил свое сердце, чтобы не стать драконом. Затем Кримсон решает оживить Рагнара и использовать его, чтобы убить всех драконов. Но в итоге у них ничего не получается. Тогда Рагнар решает использовать магию, чтобы вернуться в прошлое и поговорить с самим собой в молодости. Он связывается со своей молодой версией за мгновение до того, как дракон убивает Лео. Старик говорит своей молодой версии, как ему противно. Рагнар боготворил Лео как героя и жил за ее счет. Но если бы он действительно заботился о Лео, он должен был стать сильнейшим, чтобы защитить ее. Старик кричит на свою молодую версию, объясняя, что он самый сильный человек в мире. Достаточно сильный, чтобы победить бога-дракона, теперь у него есть сила защитить всех, кто ему дорог. Но они уже мертвы. Он падает на колени, сожалея о своей жизни, потому что так упорно боролся, чтобы стать сильным. Но в итоге это не имело значения. Старик начинает паниковать, спрашивая, какой смысл быть сильным сейчас, когда у него ничего нет, пока Рагнар не хватает старика и не просит его силы. Потому что если он не получит эту силу, Рагнар снова потеряет Лео. Он срывается, и старик отталкивает его. Затем старик достает свой меч и пронзает сердце своей молодой версии. Старик объясняет, что именно это он и собирался сделать. Тело молодого Рагнара начинает замерзать. Внезапно Рагнар начинает пробуждать свою силу и чувствует сильную боль в сердце и теле. Его тело начинает дергаться от боли. А старик говорит, что с этого момента они станут одним целым. У него будет сила и воспоминания о будущем, но за это придется заплатить огромную цену. Но его молодой версии было все равно, потому что ему нужно было защитить Лео. Говоря о ней, она совершенно измотана после боя. Но парень-дракон выглядит спокойным. Она спрашивает, не бог ли он дракон, но парень становится агрессивным. Он оскорбляет ее, говоря, что она не должна сравнивать его, простого слугу, с кем-то из королевской драконьей крови. Он атакует ее огненным шаром, но она уворачивается. Он представляется как Гримвальд, 10-й из рода крылатых. Затем он говорит, что он самый слабый высший дракон, но все равно достаточно силен, чтобы раздавить людей. Лео это не волнует, и она готовится к новому бою.
Но он говорит, что хочет кое-что ей рассказать. Он объясняет, что этот город и королевство будут уничтожены, потому что они будут использовать людей в качестве жертвоприношений своим богам. Затем он упоминает, что его богу нравилась кондитерская в Данаю, и он был одним из их лучших клиентов. Но недавно эту кондитерскую ограбили, и она закрылась. Он также говорит, что Дан на пиру не подвергался нападениям драконов последние 10 лет, потому что они его защищали. А когда кондитерская закрылась, бог-дракон впал в депрессию и решил уничтожить королевство. Их чувства тоже понятны. Лео явно так же растеряна, как и мы. Затем парень объясняет, что его бог решает судьбу каждого. Он говорит ей попрощаться и направляет свои клинки на нее. Но в ту же секунду парень-дракон чувствует, что его вот-вот ударят сзади. Он оборачивается, но вокруг темно. Он думает, что это иллюзия, но воздух меняется и появляется туман. Затем он слышит, как на пол падают какие-то доспехи. Оглянувшись, он видит застывших драконов. Рагнар встает и уходит. Драконы пытаются напасть на него, но он побеждает их, просто коснувшись рукой. Рагнар начинает высвобождать настоящую силу своей старой версии. Молодой Рагнар использует эту мощную технику и побеждает драконов одной лишь аурой. В мгновение ока он телепортируется к парню-дракону, и тот начинает замерзать, просто находясь рядом с ним. Дракон понимает, что рядом с Рагнаром он чувствует себя так же, как перед драконьими монархами. Короче говоря, драконьи монархи были избраны своим богом, чтобы возглавить разные драконьи родословные. Самое страшное в них то, что у них тоже есть невероятная сила. Парень впадает в отрицание, потому что у Рагнара должна быть эта сила. Он вырывается изо льда и превращается в настоящего дракона. Он говорит, что никогда не будет бояться человека. Как обычно, этот парень хвастается своей невероятной истинной формой, мощью и силой, но Рагнар просто поднимает руку и говорит ему замерзнуть. В мгновение око-дракон превращается в огромный ледяной куб. Лео и Сайкс не могут поверить, что такой слабак, как Рагнар, смог это сделать. Но Рагнар просто говорит расколоться, и все замерзшие драконы разлетаются на куски. Затем Рагнар восстанавливает свою ауру и возвращается в нормальное состояние. Он пытается отдышаться, но Лео зовет его. Он оборачивается и видит ее. Старая и молодая версии его объединяют свои мысли, пока бегут к ней. Старая версия снова говорит, что сожалеет о том, что у него не было нынешней силы в молодости, и что он хотел снова увидеть Лео. Они начинают плакать, и Рагна обнимает Лео. Он плачет, зовя ее по имени, и она смущается, но улыбается и гладит его по голове, говоря, что ей удалось выжить, как она и обещала. Она говорит о его силе и о том, как усердно он работал, чтобы ее достичь. Рагнар отрицает, объясняя, что он не работал ради этой силы, но того, кто это сделал, больше нет. Но он знает историю своей старой версии и то, как сильно скучал по Лео. Лео просто отвечает, что понимает и благодарит его за спасение. Тем временем старая версия Рагнара встречает кого-то. Она спрашивает, умер ли он стоя, и говорит, что за это пришлось заплатить. Она говорит ему, что молодой Рагнар долго не проживет. Но она замечает, что у старика на лице эмоции, которых она никогда раньше не видела. И все же она говорит, что теперь они должны верить в прошлое. Потому что они надеются, что их молодые версии создадут мир, в котором не будет драконов. Но в тот же день еще 6 городов были атакованы группой превосходящих драконов. Они уничтожили всех, кого видели, и 6 городов пали. Кроме одного, где родился Рагнар, повелитель драконов. На следующий день Лео объясняет Рагнару ситуацию в городе, и в комнату входит Сайкс. Он спрашивает о плане Рагнара. Он объясняет, что им нужно покинуть город, потому что драконы планируют его уничтожить. Но драконы следуют своим законам. Они не могут нападать на королевство или город, если их бог не приказал. Поэтому Рагнар говорит, что им нужно уехать из страны, потому что их не будут преследовать. Сайкс прерывает его, спрашивая, настоящий ли он Рагнар, но наш герой просто засыпает. Сайкс удивлен таким совпадением, но Лео объясняет ему, что Рагнар всегда тренировался в Таине. Но эти тренировки истощили его и сделали нестабильным. Рагнар во сне зовет Лео по имени и плачет. Несмотря на то, что она рядом, Лео задается вопросом, будет ли Рагнар нуждаться в ней с его новой силой. Внезапно земля начинает трястись. Они выходят на улицу и видят, что лес движется вперед, чтобы напасть на них. Лео выбегает на помощь, оставляя Рагнара одного во сне. Тем временем мы видим, как повар извиняется перед большим парнем по имени лорд Темрува Октав. Повар объясняет, что приготовил баранину, запеченную в тесте. Лорд говорит, что устал ждать, и просит служанку принести ему еду. Служанка в шоке и подходит к лорду. Лорд смеется как сумасшедший и начинает пробовать еду. Попробовав, лорд широко улыбается и говорит, что это вкусно. Но лорд объясняет, что это не так вкусно, как у поваров. Повар пугается, и мы видим, как лорд превращается в огромного монстра. Через мгновение монстр пожирает его, а служанки в шоке смотрят на это. Они попадают в лапы большого монстра, и только одна остается в живых. Их тоже пожирает огромный укус.
Последняя служанка в шоке, смотрит на это и понимает, что ей не спастись. Затем монстр поворачивается к ней и говорит, что его бог требует уничтожить человечество. Тем временем в главном городе мы видим Лео, который рубит деревья. Она уже победила 10 из них, но это, кажется, никогда не закончится. Затем она слышит взрыв на соседней улице, но сосредотачивается на Рагнаре. Он связан какими-то ветками. Она бросается вперед, чтобы спасти его, но на нее внезапно нападают ветки. Почувствовав, что Лео в опасности, Рагнар просыпается и зовет ее по имени, высвобождая свою силу. Его аура настолько мощная, что даже лорд-монстр, которого мы видели раньше, замечает его присутствие. Затем мы видим, что все ветки деревьев в округе замерзли от силы Рагнара. Он смотрит на город и замечает, что лес слишком близко к нему. Он телепортируется и бежит туда, но Лео пытается его догнать. Но Рагнар пытается понять, как он заснул. Он жалуется себе, что почувствовал такое облегчение, когда спас Лео, что потерял бдительность. Он знает, что опасность еще не миновала, и не может простить себе то, что произошло. Он ускоряет шаг, пока не встречает монстра, которого видел раньше. Монстр говорит ему, что это его частная собственность, но Рагнар игнорирует его и бьет ногой в лицо. Монстр отлетает в сторону. Служанка, которая еще жива, не понимает, что произошло. Она спрашивает, все ли с ним в порядке, но он отвечает, что она здесь делает. Но она не знает, как объяснить. Он думает, что она пришла его искать, но она в замешательстве. Он игнорирует ее ответ и говорит, что она спасла его от необходимости искать ее. Затем он говорит, что убьет всех драконов и просит ее помочь ему. Он называет ее Кримсон, но служанка в замешательстве. Она говорит, что он путает ее с кем-то другим, потому что она Элиза. Рагнар настойчиво говорит, что она Кримсон, монарх драконов. Она первая в крылатом монархе. Он говорит, что она бывший прародитель крови крыла и предательница драконов. Он объясняет, что она связала будущее и настоящее и передала силу его будущего я его нынешней версии. Цель Кримсон — уничтожить всех драконов, включая себя. Но он не знает, почему она этого хочет. Он протягивает ей руку и говорит, что хочет того же. Он объясняет, что их будущие я не смогли выполнить миссию, но на этот раз все по-другому. Элиза протягивает руку, но затем бьет его по лицу. Рагнар в замешательстве, но в этот момент появляется Лео. Она говорит, что Рагнар слишком быстр, и спрашивает, справился ли он с драконами. Внезапно появляется другой монстр, которого очень разозлил удар ногой. Он говорит, что он 8-й в драконьем монархе, и нападает на Рагнара, обещая разорвать его на части. Рагнар вызывает странный шар и бросает его в пасть монстра. Затем он быстро убегает с Лео на руках, и монстр взрывается изнутри. Рагнар опускает Лео, и она говорит ему, что он стал таким сильным, как она и говорила. Она говорит, что не ожидала, что это произойдет так скоро, но она это предвидела. Она говорит, что ей будет трудно его догнать, но Рагнар просто идет дальше. Он игнорирует ее слова и просит ее увести горожан и пересечь границу. Она спрашивает, почему он хочет оставить ее. Она кричит на него, говоря, что он должен делать то, что она ему приказывает. Затем она извиняется за то, что накричала на него. Но Рагнар понимает, что это первый раз, когда она вышла из себя. Он всегда считал Лео сильной, спокойной и знающей, что правильно. Но он всегда забывал, что она всего лишь 12-летняя девочка. Он винит себя в том, что был слабым и жалким, потому что это заставило ее стать сильнее, чем ей было нужно. Затем он понимает, что для достижения своей цели, защитить ее, он больше не может быть слабым. Он говорит ей, что рад, что встретил ее, но они больше не могут быть вместе. Лео начинает плакать, потому что не хочет расставаться с ним. Рагнар смотрит на нее холодным взглядом и называет ее слабой. И поэтому она умрет, если они останутся вместе. Лео плачет, но впадает в ярость и пытается перерезать ему горло. Но Рагнар останавливает ее клинок одним пальцем и толкает ее на землю. Затем он просто прощается и исчезает. Лео просыпается через несколько часов на спине Сайкса. Сначала она не понимает, почему он ее несет. Он просто объясняет, что они покинули страну, потому что это единственный способ выжить. По крайней мере, так сказал ему Рагнар. Она начинает вспоминать время, которое они провели вместе. Она вспоминает, как однажды сказала ему, что узнала свою мечту, прикоснувшись к мечу. Затем она спросила о его мечте, но тогда Рагнар сказал ей, что просто хочет быть рядом с ней. После этого воспоминания Лео начинает плакать, объясняя, что она действительно пыталась убить Рагнара. Но это только заставило ее понять, что у Рагнара была та сила, которой она хотела обладать. Она знает, что не сможет его убить, но не понимает, почему он ее бросил. Тем временем Рагнар издалека наблюдает, как они уходят, и появляется Элиза. Она спрашивает, можно ли оставить Лео, но он говорит, что все в порядке. Он оборачивается, тоже плачет и объясняет, что может быть только с теми, кому все равно, потому что они все умрут. Элиза говорит, что вернется домой, но Рагнар все равно называет ее Малиновой. Она говорит, что она дракон и умрет, как только на нее упадет солнечный свет. Рагнар отмахивается, объясняя, что ее силы драконьего монарха заблокированы.
Она едва может использовать силу дракона, но ее слабости тоже исчезли. Она отрицает это и уходит, но Рагнар внезапно падает. Элиза в замешательстве и проверяет его. Она замечает высокую температуру и спрашивает, не потерял ли он сознание, прежде чем протянуть руку. Рагнар просыпается перед камином, который разожгла Элиза. Элиза объясняет, что не могла бросить парня, который ее спас. Рагнар в замешательстве, он заснул и думает, что его тело еще не привыкло к его силе. Он спрашивает Малиновую, что она об этом думает, но Элиза отвечает, что она не Малиновая. Она спрашивает, правда ли то, что сказал дракон о разрушении королевства. Рагнар подтверждает и объясняет, что именно поэтому им нужно сейчас охотиться на всех драконов. Но сначала ему нужно убить крылатого монарха, который ими руководит. Элиза спрашивает, не шутит ли он, но Рагнар просто говорит, что их будущее смогут это сделать через 20 лет. Но на этот раз они сделают это еще быстрее, потому что уже встретились. Элиза отворачивается и думает о том, что Рагнар знает о своем истинном «я», как о Малиновой. Он задается вопросом о будущих «я», о которых говорит Рагнар, потому что ничего подобного раньше не случалось. Но Малиновая находит это довольно забавным. Он проанализировал тело Рагнара, пока тот спал, и выяснил две вещи. Во-первых, его тело слилось с серебряным мечом, а во-вторых, его потенциал очень высок. Малиновая начинает вести себя как псих, думая о том, как сильно он хочет испытать этот новый способ убийства драконов. Эта мысль настолько забавна, что он чувствует себя так, будто никогда раньше не был так взволнован. Элиза снова поворачивается к Рагнару, но он чувствует, что поблизости летают драконы. Они замечают, что драконы направляются к группе Лео, и Рагнар подхватывает Элизу. Он бежит, неся ее на руках, и спрашивает, есть ли у Малиновой какие-нибудь приказы. Элиза в замешательстве, но он говорит, что выполнит любой его приказ. Малиновая находит это интересным, но просто говорит ему уничтожить драконов. Он сбивает одного из драконов, чем привлекает внимание остальных. Затем он высвобождает свою ауру, создавая вокруг себя несколько клинков. Драконы пытаются напасть на него один за другим, но Рагни использует клинки, чтобы пронзить их и заморозить на месте. Малиновая берет один из мечей, чтобы изучить его. Они буквально разбиты, но каким-то образом могут заморозить дракона одним прикосновением. Он думает, что у него достаточно силы, чтобы убить высших драконов с его помощью. Малиновая считает, что сила Рагнара — это то, чего ни у кого не должно быть. Но он думает, что если бы он мог управлять армией, использующей эти мечи, то мог бы нанести реальный ущерб. Затем Малиновая бледнеет и щелкает пальцами. Рвотная масса атакует драконов и начинает объединяться. Рагнар понимает, что у Малиновой в желудке была слизь, когда замечает, что Малиновая проходит мимо него. Затем Малиновая решает показать свою истинную форму и приказывает драконам умереть. Слизь растворяет драконов, и Малиновая смотрит на Рагнара. Малиновая соглашается объединить силы с Рагнаром при одном условии. Он должен выпить специальный яд, который активируется, только если он попытается его предать. Малиновая продолжает длинное объяснение, но Рагнар просто выпивает его. Затем Малиновая использует кости дракона, чтобы создать огромный трон, и заявляет, что они убьют бога дракона и будут охотиться на всех драконов. К концу их сделки Рагнар обещает Малиновой, что он будет последним драконом, которого уничтожит. Их внезапно прерывает чей-то голос. Это слизь, которая была в желудке Малиновой. Затем слизь превращается в маленького ребенка и жалуется на поведение Рагнара по отношению к Малиновой. Рагнар сначала в замешательстве, но потом отвечает, что давно не виделись. Затем Малиновая садится на голову слизи, довольная тем, что эти два придурка поладили. Но Малиновая хочет узнать больше о будущем. Он просто отвечает: «Мы проиграли». Малиновая уже это знает. Иначе Рагнар не знал бы большую часть того, что он ему уже рассказал. Малиновая спрашивает, сколько драконьих монархов им удалось уничтожить. Затем он спрашивает Рагнара о мировой магии, великом крестовом походе и о том, что случилось с Рагнаром в конце. Рагнар в замешательстве от каждого из этих вопросов, и Малиновая говорит, что его доверие к нему падает. Рагнар объясняет, что у него есть какие-то смутные воспоминания, но он не может их свободно вспомнить. Малиновая любопытствует, и Рагнар говорит, что не сразу его вспомнил. Воспоминание просто пришло ему в голову, когда он увидел лицо Малиновой. Малиновая понимает, что Рагнару нужен определенный триггер, чтобы все вспомнить. Рагнар просит Малиновую поверить ему, но его спрашивают о его силе. Малиновая также хочет знать, является ли сила Рагнара, которую он получил от своего будущего «я», тоже смутным воспоминанием. Рагнар отвечает, что ему не нужно об этом беспокоиться, потому что его сила в его теле, а не в разуме. Затем они садятся в грузовик и едут дальше. Тем временем на город нападают драконы. Люди, которым удалось спастись, находятся под защитой группы охотников. Лидер группы пытается мотивировать своих товарищей, говоря им, что они должны держаться. Внезапно к месту прибывает грузовик, из него выезжает токийский дрифт, и из него выпрыгивает Рагнар. Он быстро убивает двух драконов и сражается с остальными. Лидер группы не может поверить своим глазам, увидев ауру Рагнара, который быстро всех побеждает. Малиновая выходит из грузовика, говоря, что его интересуют боевые искусства Рагнара. Затем он говорит, что хочет увидеть, как эти навыки уничтожат несколько драконов. Рагнар обещает, что сделает это, но Малиновая его прерывает. Малиновая объясняет, что Рагнар не будет использовать эти навыки.
Их будут использовать другие охотники на драконов и указывает на группу охотников и выживших. Рагна смотрит на них и видит, как лидер группы пытается утешить маленького ребенка. Он говорит ребенку, что переправит ее через границу и позаботится о ее безопасности. Малиновая видит в этом возможность и говорит им, чтобы они не волновались. Затем Малиновая говорит, что они уничтожили всех ближайших драконов и представляет Рагнара как жнеца. Малиновая пытается убедить всех, что Рагнар мастер-охотник на драконов, который победил многих сильных драконов. Конечно, все, включая Рагнара, в замешательстве от этого заявления. Затем Малиновая представляется как спутник Рагнара и маг. Лидер группы подходит к Малиновой и представляется как Майкл. Он опускается на колени и умоляет Малиновую и Рагнара убить могущественного дракона. Он объясняет, что они сбежали из Тортильи, когда на нее обрушился сильный торнадо. Малиновая быстро определяет, какого могущественного дракона хочет убить Майкл. Это третье место Темпесел Дес. Он объясняет, что Дес любит прятаться на ветру, и говорит, что знает об этом, потому что он маг. Рагнар злится и собирается уйти, но Малиновая хватает его за плечо. Он спрашивает Рагнара, куда он идет. Рагнар отвечает, что будет охотиться на Диза, но Малиновая говорит, что он не может. Затем Малиновая легонько хлопает Рагнара по спине, и тот падает вперед. Затем Малиновая спрашивает, знает ли Рагнар, почему он не может встать. И поскольку Рагнар не может ответить, Малиновая решает объяснить. Сила Рагнара сняла все ограничения с его разума, но его тело осталось прежним. Его тело полностью измотано, потому что оно физически не может справиться с его нынешней силой. В результате все его мышечные волокна повреждены, и он не сможет двигаться в течение 3 дней. Рагнар злится, но Малиновая улыбается как злодей и говорит ему, чтобы он оставил это ему. Все волнуются и спрашивают, сможет ли Малиновая победить Диза вместо него. Малиновая, как всегда, отказывается, даже когда они говорят, что заплатят ему. Они даже обещают отдать ему свое оружие в качестве оплаты. Затем Малиновая объясняет, что они чувствуют себя виноватыми за то, что сбежали от Диза. Затем он объясняет, что у Диза довольно большой радиус атаки, и он быстро передвигается. Поэтому им пришлось быстро бежать, не думая о последствиях. Но теперь они чувствуют себя виноватыми, потому что проигнорировали всех, кто просил о помощи. Затем Майкл начинает вспоминать эти образы в своей голове, и его чувство вины усиливается. Он начинает впадать в отчаяние, а Малиновая продолжает промывать ему мозги. Малиновая утверждает, что Майкл защитил эту последнюю группу только потому, что не хотел винить себя за то, что не спас остальных. Затем Майкл падает на колени, признавая, что это правда. Малиновая продолжает манипулировать Майклом, пока тот не заявляет, что защитил бы всех, если бы у него была сила Малинова или Рагнара. Малиновая ждала этого ответа. Он протягивает Майклу меч, утверждая, что это та сила, которую он хочет. С этим мечом он сможет убивать драконов. Майкл берет меч, они идут в старый город Тортилья и останавливаются в разрушенном здании. Там только дверь, но Малиновая открывает ее волшебным ключом. Охотники заходят внутрь и не могут поверить, что они буквально в Америке. Это комната полная оружия, и у них, кстати, нет лицензий. Парни берут оружие и впечатлены им. Малиновая объясняет, что оно намного мощнее, чем то, что они используют в своей стране. Но самое главное – это пули. Оказывается, Малиновая буквально заставляет нашего неподвижного Рагнара вложить свою силу в пули. Охотники тренируются в стрельбе, и Малиновая улыбается как маньяк. Рагнар комментирует эту кривую улыбку. Но Малиновая спрашивает, не против ли он. Рагнар объясняет, что не против, потому что знает, что Малиновая позаботится о том, чтобы охотники победили. Но Малиновая знает, что Рагнар немного расстроен. Он говорит, что не хочет, чтобы люди были рядом с ним, потому что они умрут. Затем Малиновая вспоминает свои слова, говоря, что он будет рядом только с теми, чья смерть не причинит ему боли, или с теми, кто не может умереть. Затем он обвиняет Рагнара в том, что тот бросил Лео. Рагнар пытается возразить, но Малиновая объясняет, что, вероятно, Лео чувствовал то же самое. Он говорит, что это не его дело, но это только злит дракона. Малиновая объясняет, что Лео мотивация Рагнара. Но что будет, если Лео погибнет? Затем он заявляет, что Рагнар уничтожит всех драконов и не позволит ему сдаться, пока это не произойдет. И поскольку они работают вместе, Малиновая теперь считает, что Лео важен для их миссии. Малиновая успокаивает его и говорит, что теперь он немного лучше понимает Рагнара. И вы знаете, какой он извращенец, когда предлагает Рагнару посадить Лео в тюрьму. Малиновая объясняет, что они могут использовать ее магические хранилища, чтобы погрузить Лео в кому. Таким образом, она будет в безопасности, пока они будут уничтожать драконов. Она не будет им мешать, ей ничего не будет угрожать, и он сможет о ней позаботиться. Рагнар пытается пошевелиться, чтобы ударить Малиновую. Но он слишком медлителен. Затем Малиновая встает и издевается над Рагнаром, пиная его. Он спрашивает Рагнара, в чем его проблема и почему он его не слушает. Рагнар просто отвечает, что Малиновая настоящий придурок. Малиновая утверждает, что это его лучшее качество и становится психом. Он объясняет, что всегда ненавидел отношения Рагнара, когда тот говорил, что знает о Малиновой так много. Он говорит, что Рагнар ничего о нем не знает, и бьет его по лицу. Он уходит, говоря, что победит Диаза. Слизь, которая следит за передвижениями Диаза, возвращается и докладывает.
Малиновая понимает, что Диазу приказали оставаться в этом городе, и сейчас он проводит там время. Он думает, что девушкам нужно продержаться как можно дольше, чтобы его план сработал. Однако он не собирается рассказывать охотникам или Рагнару о выживших. Он хочет манипулировать всеми. Малиновая начинает разрабатывать свой план и рассказывает о нем всем. Они воодушевляются и уходят. Через несколько минут Диаз в замешательстве, потому что не ожидал, что кто-то появится. Он пытается поприветствовать их, но Малиновая говорит в мегафон. Он представляет группу как охотников на драконов. Затем он рассказывает о родословной драконов и называет Диаза жалким неудачником. Диаз очень раздражен и не понимает, как человек может говорить о том, чего не знает. Тем временем Малиновая уезжает, снова называя его жалким неудачником. Охотник на драконов был уверен, что они хорошо подготовились к битве. Он и его люди бесстрашно сражались, чтобы одержать победу. Но после того, как они увидели огромный торнадо, созданный драконом, у них появились сомнения. Собрав последние силы и решимость, он издает крик. Он призывает свою команду не терять самообладание и отступать. Дракон же был полон решимости покончить с охотниками на драконов. Он не собирался им это спускать. Торнадо, который он вызвал, должен был это обеспечить. Малиновая заметила, что торнадо из клетки бури был быстрее, чем максимальная скорость их машины, и это означало, что они не могли просто так отступить. Клетка бури заметила, что они отступают к солнцу, что ей совсем не понравилось. Малиновая знает, что солнечный свет не сможет одолеть дракона в оптимальном состоянии, особенно третьего по силе. Она знает, что его регенеративные способности могут противостоять солнечному свету, но он все равно будет ранен. Она приказывает стрелку открыть огонь. Он тут же начинает стрелять из пулемета на грузовике. Он стреляет серебряными пулями в торнадо из клетки бури, но они замерзают, не долетев до дракона. Он говорит об этом Малиновой, и она вспоминает заблуждение охотников на драконов. Большинство думает, что серебряные пули замораживают кровь драконов, но это не так. Серебряные пули замораживают магию в крови дракона, поэтому когда она соприкасается с чем-то, управляемым магией, она тут же замерзает. Клетка бури недоумевает, что это за удары по его торнадо. Он думает, что это серебряная пуля. Он впечатлен тем, что Малиновая смогла достать такое качественное оружие. Она читает его мысли, зная, что он подумает, что она купила пулемет, стреляющий серебряными пулями. Но вместо этого мы видим, что пулемет стреляет пулями, наполненными серебром Рагнара. Пока пули продолжают попадать в торнадо из клетки бури, продолжает образовываться ледяной столб. Они продолжают отъезжать от торнадо, петляя и уворачиваясь от летящих обломков. Клетку бури не беспокоит атаки на поверхность торнадо, потому что он отлично им управляет. Малиновая снова читает его мысли, как одаренный экстрасенс. У нее есть еще кое-что в запасе. Она отдает приказ своим людям, и они начинают стрелять очередями из серебряных пуль Рагнара. Но эти пули оказывают большее воздействие на торнадо, чем предыдущие. Это воздействие дестабилизирует торнадо из клетки бури. Хотя атаки не смогли уничтожить торнадо, они заставили его значительно увеличить свою силу. Клетка бури в полном беспорядке. Он быстро теряет контроль над торнадо. Один из охотников на драконов говорит Малиновой, что скорость торнадо сильно увеличилась, и она отвечает, что это часть плана. Она приказывает всем продолжать стрелять по торнадо. Они продолжают стрелять, и ледяные столбы становятся все больше, что еще больше дестабилизирует торнадо. Клетка бури в ярости. Он клянется, что заставит людей заплатить за то, что они сделали, особенно охотников за головами перед ним. Чем больше он злится, тем больше становится торнадо, уничтожая все вокруг. В этот момент его торнадо полностью покрывается огромным ледяным столбом. Внезапно он распадается. Клетка бури в шоке, когда он падает из середины разрушенного торнадо. По совпадению наступает рассвет, и синяя буря в шоке видит восходящее солнце. Рагнар наполняет стену своей серебряной магией. Серебряная рука появляется и хватает клетку бури в воздухе. Затем серебряная стрела пронзает его спину, и его кровь начинает замерзать. Клетка бури все еще не понимает, что происходит вокруг. Он пытается призвать свою магию ветра, но у него получается только легкий ветерок. В отчаянии клетка бури пытается растопить стрелу своей магией ветра, но он слишком слаб. 5 рыцарей крепко держат стрелу, чтобы клетка бури не сбежала. Эффект от стрелы и солнца заставляет его сгореть. В этот момент земля, на которой стоит стрела, взрывается от какой-то странной силы. Затем земля наклоняется, и рыцари и клетка бури падают, ломая серебряную стрелу. Клетка бури теперь свободна. Он в ярости от того, что охотники за головами сделали с ним такое. Он пытается вытащить серебряную стрелу из своей груди. Затем грузовик, на котором солдаты пытались убежать от него, сбивает его с ног. Он падает, и его части разлетаются в разные стороны. Азас чувствует, что ему это снится, когда солдаты уничтожают его. Малиновая признает, что сбить его было непросто. Она говорит Рагнару, что если бы он превратился в дракона, то смог бы вызвать до 8 торнадо, которые помешали бы ее планам.
Она говорит ему, что гордость Дизы стала его погибелью, когда она смогла проникнуть в его мысли и заставить его попытаться убить ее, что гарантировало ей победу. Сочетание солнечного света, серебра и небрежности стало главными факторами. Это ее список из 3 вещей, которые могут победить сильнейших драконов. Она говорит Рагнару, что он должен поблагодарить клетку бури за то, что она позволила ему продемонстрировать свой истинный потенциал. Рагнар вспоминает, как Малиновую выбрали для охоты на драконов, и его клятву стать уважаемым охотником на драконов. Теперь Рагнар считает Малиновую одной из лучших охотниц на драконов. Он думает, что Малиновая была совершенно спокойна во время битвы, в которой они только что участвовали. Малиновая рада, что драконы наконец-то победили. Рагнар восхищается тем, насколько замечательна Малиновая. Он верит, что с Малиновой на его стороне они смогут поставить на колени всех драконов. Рагнар клянется охотиться на Малиновую, когда все драконы будут уничтожены. После битвы Малиновая предоставляет рыцарям транспорт и оружие, чтобы они могли покинуть город. Когда они собираются уходить, Малиновая накладывает заклинание, чтобы рыцари забыли о нем. Затем он поворачивается к рыцарям спиной, говорит Рагнару идти с ним и исчезает. Один из рыцарей зовет Рагнара и благодарит его за то, что он позволил им отомстить. Рыцари уходят, и мистер Слайм прощается с ними. Малиновая показывает свой первый фокус. Он достает из шляпы радио. Из радио раздается мужской голос, который сообщает, что у него есть объявление от армии. Он объявляет о нападении дракона на границе города и просит жителей эвакуироваться в столицу. Эвакуирующиеся жители не очень рады ехать в столицу. Он просит жителей ни в коем случае не приближаться к границам. Сцена меняется на 5 дней назад, и в кадре появляется замок. Король был потрясен, когда ему сообщили, что Донна Перу уничтожена. Он пытается выяснить, какой город напал на нее, но его стража говорит ему, что это были не люди, а драконы, которые уничтожили Донна Перу. Король снова в шоке. Король приказывает страже сформировать отряд из солдат, расквартированных в близлежащих городах, и отправить их на помощь Донна Пиру. Он также приказывает страже набрать охотников на драконов, но приказывает им не нападать на сильнейших драконов ни при каких обстоятельствах. Стража подчиняется приказу короля и уходит. Он задается вопросом, что заставило дракона внезапно напасть на город. Он напоминает себе, что королевская столица защищена магическим барьером. Он сравнивает силу одного сильнейшего дракона с людьми, и ему не нравится, как это выглядит. В этот момент мимо его лица пролетает перо. Он поднимает голову и видит над собой похожее на птицу существо с тысячами перьев в воздухе. Король чувствует себя не в своей тарелке, потому что вокруг так тихо и никто не двигается. Существо спускается и приветствует короля Лиса. Оно извиняется за то, что спустилось без предупреждения. Оно говорит ему, что она одна из тех, кому боги даровали титул монарха. Оно говорит ему, что она первая из крыла крови, называемого Ультиматия. Король встает со своего места. Он удивлен, что перед ним стоит крылатый дракон. Ультиматия уверяет его, что ему нечего бояться. Она говорит ему, что его офицеры не двигаются, но они целы и невредимы. Она говорит ему, что просто остановила время и заставила мир замереть. Она говорит ему, что сделала это, потому что ее не должны видеть в королевской столице, так как она монарх-дракон. Король спрашивает ее, зачем она пришла к нему. Она говорит ему, что пришла извиниться. Король удивлен ее ответом. Она протягивает ему голову дракона. Она говорит ему, что не хотела, чтобы Донна Перу была атакована, но этот конкретный дракон без всякой причины быстро уничтожил город. Она говорит ему, что самое меньшее, что она может сделать, это наказать преступника и привести его к королю в качестве доказательства. Она извиняется за то, что не справилась со своими обязанностями. Король немного озадачен. Он удивлен, что она такая спокойная и сострадательная. Он не может поверить, что она на самом деле дракон. Он обдумывает все и принимает ее извинения. Она благодарит его за то, что он принял ее извинения. Она говорит ему, что не хотела, чтобы жители Лиса боялись смерти. Она просто хотела, чтобы они тихо исчезли. Теперь король не понимает, что она имеет в виду. Она говорит ему, что не собиралась нападать на Донна Перу, но страна все равно должна быть уничтожена, потому что так повелел Бог. Она говорит ему, что тайно готовилась уничтожить страну одним махом. Она говорит ему, что ни одна душа не покинет страну. Король просит ее отменить атаку, но она говорит ему, что уже слишком поздно. Он предупреждает ее, что ее действия могут привести к войне с его страной. Она уверяет его, что до этого не дойдет, потому что это будет односторонняя бойня. Она извиняется перед ним за это. Он активирует свое кольцо, которое черпает силу солнечного барьера и превращает его в оружие. Он готовится атаковать Ультиматию, но его священник внезапно нападает на него первым. На месте руки священника теперь голова дракона. Он говорит королю, что не позволит причинить вред их монарху. Ультиматия благодарит Нибелу за то, что она защитила ее щитом. Голова дракона тоже просит ее благодарности, но она говорит ему, что не приказывала ему убивать короля. Голова дракона по имени Боргрис говорит ей, что он не убил его полностью, а просто нанес достаточно урона, чтобы обездвижить его. Она возвращает время вспять, чтобы исцелить короля. Она извиняется перед ним, когда он приходит в себя. Он удивляется, как он остался жив после того, как был мертв. Она объясняет, что повернула время вспять, чтобы восстановить его тело. Он спрашивает ее, не богиня ли она, но она говорит ему, что она всего лишь слуга бога.
Она говорит ему, что им не спастись, потому что такова воля Бога. Она уверяет его, что он может спастись от страха и мучений. Она просит его сотрудничать и убить как можно больше людей, не причиняя им страданий. Она говорит ему, что он должен вести свой народ, потому что он их король. Она протягивает ему руку, и он берет ее. Жители начали покидать границы из-за масштабных атак драконов. Однако количество беженцев в столице достигло нового уровня. Все были обеспокоены этим внезапным увеличением, но королю было все равно. Он просто позволил им уйти, не заботясь о будущем. Один из высших драконов говорит, что кем бы они ни были, они станут бездушными, когда уйдут. Затем появляется Ультиматия и говорит, что все идет по плану. Через 10 дней все в столице встретятся со своим создателем. Однако есть проблема. Дорния, 9-й член совета, побежден. И это сделала Стария, вторая принцесса королевства. Тем не менее, Ультиматия решила отправить за ней 5-го и 6-го членов совета, Теру и Зору. Но есть еще большая проблема. Дисас, Темрутаф и Гримвальд исчезли у южной границы. Все они были уничтожены Рагнаром или Кримсоном. Они думают, что это были драконы из других родословных или даже солерианцы. Но старейшина Ультиматии считает, что это может быть неизвестная угроза. Эта голова очень взволнована этой новостью, но Ультиматия сжигает его. Она винит во всем его действия, но он просто просит ее вернуть ему сердце. Она призывает сердце, и он создает несколько щупалец, забирая его обратно. Он начинает восстанавливать свое тело. Ультиматия говорит, что его наказание отменено, и приказывает ему устранить угрозу. Он Уолтер Камуи, второй член совета, который почему-то больше заинтересован в флирте с ней, чем в работе. Она вырубает его ударом и приказывает работать. Парень говорит, что у него есть время, потому что он быстрый. В следующую секунду он просто исчезает, и молния устремляется к горизонту. Внезапно Рагнар открывает глаза, и у Кримсона появляется новая форма, и он спрашивает, вспомнил ли Рагнар что-нибудь полезное. Рагнар думает, что, несмотря на ненависть к Кримсону, Ультиматия еще хуже. Понимаете, Кримсон придурок, но Ультиматия психопатка, потому что она убивает всех с добротой, буквально. И поэтому он обещает, что снова будет охотиться на нее. Кримсон считает, что им нужно подождать несколько лет, прежде чем встретиться с Ультиматией. Он не знает, сколько силы может использовать Рагнар, и беспокоится, что ему придется заплатить, если он когда-нибудь раскроет всю свою истинную силу. Однако он почти уверен, что драконы знают о том, что произошло у границы. Кримсон думает, что это может быть лучшей возможностью напасть на Ультиматию, потому что она, скорее всего, отправит Вольту Камуи к границе. Он думает о двух вариантах. Во-первых, Рагнару удастся победить Ультиматию. Во-вторых, Рагнар не сможет этого сделать, но Кримсон вмешается и спасет его. Короче говоря, это просто эксперимент, чтобы решить, как им действовать дальше. Затем Кримсон говорит, что они приближаются к столице и думает о том, чтобы встретиться с крылатым прародителем. Тем временем Ультиматия стоит в своей огромной башне и связывается с богом-драконом. Оказывается, это просто случайный ребенок. Ультиматия спрашивает, хочет ли ребенок всего, и уходит, чтобы его уничтожили. Но ребенок понятия не имеет, что происходит. Напомню, что это бог, который решил уничтожить целое королевство, потому что его любимая пекарня закрылась. Ультиматия понимает, что этой страны больше нет в сознании бога, поэтому ее нужно полностью уничтожить. И ее задача, как подчиненный бога, сделать так, чтобы мир соответствовал их богу. Затем мы возвращаемся к нашей троице, которая добралась до столицы. Кримсон объясняет свой план, как пробраться в старый район, так как он ближе к дворцу и всему остальному. Но в конце концов он переодевается, поэтому все должны называть его Вероникой. Конечно, Рагнара тошнит от молока, которое он выпил на завтрак. Но это странно, потому что Кримсон парень, а не девушка. Он объясняет, что ему плохо, потому что у него социофобия, и он не может находиться в толпе. Затем Кримсон спрашивает, как он выжил в большом городе Ранобора, если у него такое состояние. Он думает, что это потому, что Лео всегда был рядом с ним. Кримсон спрашивает, не стоит ли им сдаться, но обещает, что справится. Неважно, болен он или нет, если он потеряет конечности, он найдет способ сразиться с Ультиматией, если она появится перед ним. Кримсон улыбается, говоря, что он с нетерпением ждет этого, потому что видит решимость в глазах Рагнара. Затем он просит Слизь присмотреть за Рагнаром, пока он что-то делает. Он обещает вернуться через 2 часа и просит его не попадать в неприятности. Затем он дает целый список указаний, как себя вести, и говорит, что если Рагнар не будет их выполнять, его сочтут предателем. Затем Кримсон уходит, смешавшись с толпой. Он знает, что в городе должно быть больше людей, потому что сюда приехали более 2 миллионов беженцев. Однако на улицах довольно мало людей. Он думает, что есть только один вывод. Они избавляются от многих людей, и никто этого не замечает. Затем Кримсон заходит в бар и решает вмешаться в разговор генерала с девушками с улиц. Оказывается, этот генерал верный слуга Кримсона. Он дает ему пощечину, говоря, что приказал ему выдать себя за высокопоставленного армейского офицера и собрать информацию. Но этот парень просто развлекается на улицах.
Парень обещает, что выполнил задание, но Кримсон смотрит в окно и просит Химеру появиться. То, что сначала выглядело как пантера, оказывается чертовски милой девушкой-кошкой. Затем Кримсон говорит, что его план состоит в том, чтобы заставить Рагнара встретиться с Ультиматией, и говорит, что они все должны объединиться, чтобы уничтожить крылатого монарха. Тем временем снаружи Рагнар и Слизь видят толпу людей, которые смотрят на какие-то занавески. Затем военные снимают занавески и показывают горожанам тела драконов. Офицер обещает, что несмотря на нападение, сделают все возможное, чтобы защитить свою страну и людей. Затем драконы начинают сгорать на солнце, и парень говорит, что их армия превосходит драконов. Рагнар думает, что это глупо, и задается вопросом, что планирует армия. Он уходит. Вдруг он замечает, что мимо него по улице проходит Ультиматия. Он вспоминает слова Кримсона о том, что если он когда-нибудь встретит Ультиматию, ему не стоит пытаться сразиться с ней в одиночку. Он пытается побороть желание схватить меч и разрубить ее. Внезапно Ультиматия пытается дотронуться до него, говоря, что он выглядит бледным. Кримсон вынашивает план, как использовать Рагнара, чтобы победить Ультиматию. Но Голем считает, что Ультиматия может управлять временем, и не уверен, что Рагнар справится с этой задачей. Галан показывает им видео, где Ультиматия играет со временем. Кримсон признает, что способности Ультиматии управлять временем круты, но она не непобедима. Кримсон говорит, что она не может одновременно останавливать и перематывать время. Кримсон говорит, что это ее слабость, они могут продолжать уничтожать ее, пока у нее не закончится магия. Он думает, что Рагнар сможет победить ее, потому что их будущие версии победили Ультиматию. Кримсон беспокоится, что Нибула и Борг могут вмешаться, поэтому приказывает своим слугам разобраться с ними. Тем временем Ультиматия задается вопросом, что случилось с Рагнаром. Слизь говорит ей держаться подальше, потому что от толпы Рагнару становится плохо. Ультиматия извиняется. Слизь хочет лизнуть лицо Ультиматии, но мальчик останавливает его, и Ультиматия говорит, что помогает мальчику найти его родителей. Рагнар знает, что Ультиматия стала причиной многих смертей, поэтому он спрашивает ее, почему. Она отвечает, что ей не нужна причина, чтобы быть доброй. Когда Рагнар собирается уйти, появляется Нибулан и говорит, что Рагнар похож на охотника на драконов. Ультиматия говорит, что Рагнар просто болен из-за толпы. Рагнар уходит в переулок, размышляя, правильно ли он поступил. Слизь говорит, что он может связаться с Кримсоном, но Рагнар нашел свою цель и уходит один. Затем Слизь звонит Кримсон и говорит, что Рагнар их предал. Ультиматия помогает мальчику воссоединиться с родителями, но задается вопросом, есть ли они в списке на исчезновение. Рагнар подслушивает и слышит, как Нибулан объясняет, что он может заставить людей исчезнуть без страданий. Ультиматия хочет, чтобы люди были счастливы, прежде чем исчезнут. Рагнар возвращается и говорит, что ее поведение вызывает у него отвращение. Он признается, что злится и стыдится того, что решил уйти. Ультиматия не понимает. Но Нибула рассыпается, когда Рагнар готовится к битве. Ультиматия, понимая, что Рагнар враг, пытается остановить время, но он врывается и рубит ее. Она поворачивает время вспять, но он сильно бьет ее, отбрасывая в сторону. Рагнар продолжает атаковать, не давая ей остановить время. Она пытается контратаковать, но он подбрасывает ее в воздух и выпускает огненный шар. Он бросает мечи, нанося ей множественные удары. Она пытается защититься, но Рагнар говорит ей, что лучшее, что она может сделать, это умереть от его рук. Кримсон удивляется, когда узнает, что Рагнар сражается с Ультиматией. Он задается вопросом, почему ее было так легко найти, и понимает, что изначально план состоял в том, чтобы проверить, насколько силен Рагнар. Если Кримсон сможет победить Ультиматию, план сработает. Но если что-то пойдет не так, ему придется разобраться с ситуацией. Наблюдая за боем, Кримсон получает сообщение. Девушка говорит ему, что двух больших драконов, которых они искали, не удалось найти. Кримсон вспоминает, что когда началась битва, защитный барьер вокруг столицы исчез. Он думает, что Нибула, возможно, исчезла, и приказывает Химере вернуться. Помощник Кримсона замечает, что Борг покинул замок. Он получает приказ остановить Борго. Он выполняет приказ, но говорит, что убить Борга сложно, потому что тело, которое он использует, очень ограничено. Кримсон говорит, что цель – просто замедлить Борга, а не убить его. В то же время Ультиматия получает удары снова и снова, не считая, сколько раз ее убивали. Она начинает чувствовать, что у нее заканчивается время, чтобы вернуться к жизни. Борг пытается помочь Ультиматии, но Голем атакует его издалека и портит его драконью форму. Тем временем Рагнар застревает в магическом барьере, созданном Нибулой. Рагнар видит, что мальчик почти мертв. Нибула пытается держаться, чтобы Ультиматия смогла уйти. Она решает использовать свою кровь, чтобы призвать драконов и напасть на Рагнара. Но затем Рагнар использует сверхсильную магию, чтобы разрушить барьер Нибулы. Нибула пытается усилить свою магию, чтобы удержать Рагнара. Но появляется слайм и съедает Нибулу, позволяя Рагнару освободиться. Ультиматия уже ушла. Но Рагнар преследует ее и атакует своей мощной магией. Рагнар уводит Ультиматию из столицы, говоря, что больше не будет сдерживаться. Ультиматия решает использовать свой последний трюк и снова поворачивает время вспять. На этот раз она поворачивает время вспять, и Рагнар внезапно оказывается там, где были сожжены драконы. Он чувствует, что что-то не так, и Ультиматия появляется позади него, останавливая время.
Она говорит, что для того, чтобы повернуть время вспять, нужно много магии, поэтому она редко ее использует. Ультиматия говорит, что битва окончена, но она не знает, что делать с Рагнаром. Ультиматия видит, что Рагнар ее действительно не любит, хотя она не знает почему. Хотя она хочет понять больше, она решает, что лучше просто убить его сейчас. Она перемещает людей в другое место, оставляя только себя и Рагнара. Она обещает сделать это аккуратно. Затем она понимает, что Рагнар с слаймом, и задается вопросом, кто этот мальчик. Но прежде чем она успевает подумать об этом, она замечает, что Рагнар пошевелил пальцем, что удивляет ее, потому что время не поворачивается вспять. Нибулон появляется позади Ультиматии и нападает на Рагнара, чтобы отомстить. Ультиматия видит, что Рагнар не двигается, подтверждая, что он не двигался в это странное время. Она говорит Нибулону прекратить атаковать, но Нибулон говорит, что враг все еще жив. Ультиматия объясняет, что Рагнар сломал все защиты, и удары Нибулона не могут причинить ему вреда. Сколько бы он ни пытался. Она думает о теле Рагнара как о действительно сильном серебряном мече, хотя на самом деле оно не покрыто серебром. Ультиматия чувствует, что сила Рагнара находится глубоко внутри него и очень устойчива к магии. Так что только очень сильное заклинание может причинить ему вред. Ультиматия просит Борга сказать королю, чтобы тот использовал мощную световую атаку на Рагнара. Она просит Нибулана создать барьер, чтобы защитить людей. Но затем Рагнар начинает вставать, преграждая Ультиматии путь к отступлению. Она не может в это поверить. Хотя он двигается медленно, ей все равно страшно. Она нападает на него и понимает, что ее контроль над временем не работает полностью. Кроме 3 человек, которых она отпустила, Рагнар тоже может двигаться, потому что в нем есть ее кровь. Но она этого не знает, потому что он получил ее кровь только в будущем. Кримсон объясняет, что когда Ультиматия использует контроль над временем, она может позволить некоторым людям двигаться, а другим оставаться замороженными. В ее случае она, вероятно, выбрала для перемещения некоторых членов своей семьи, но случайно позволила двигаться и Рагнару. Рагнар продолжает двигаться вперед, а Нибулан пытается защитить Ультиматию своим барьером. Но Рагнар пробивает их всех головой и наконец добирается до Ультиматии. Вблизи Рагнар видит, что драконий монарх действительно его боится. Но затем Ультиматия возвращает все в нормальное состояние. И хотя время возвращается, Рагнар все еще может двигаться и летит к ним. Он пробивает все барьеры, которые она пытается воздвигнуть, и приближается к тому, чтобы причинить ей боль. Внезапно он останавливается и начинает истекать кровью из лица. Чувствуя боль во всем теле, Рагнар понимает, что страдает, потому что слишком часто использовал свои будущие силы. Он падает на землю, истекая кровью. Король стреляет в Рагнара лучом Авроры, и когда пыль рассеивается, Нибулон видит женщину, лица которой он не видит. Борг говорит Ультиматии снова остановить время, чтобы она могла уйти. Но она не может этого сделать, она слишком потрясена происходящим. Увидев, что Рагнар ранен, Кримсон замечает, что он в очень плохом состоянии, и все потому, что не послушал совета. И он смотрит на Нибулу, не зная, что с ним делать. Кримсон думает, что Ультиматия всегда считала, что битвы — это жестокие состязания в силе. По этой причине она никогда не любила сражаться. Но, несмотря на свои чувства, она всегда была уверена в своей магии контроля над временем. Но сейчас она в ужасе. Ультиматия всегда верила, что ее сила может победить грубую силу. Однако Рагнар разрушил ее веру. Кримсон больше не считает Ультиматию крылатым монархом. Она просто слабая и хрупкая девочка. Кримсон думает, что Ультиматия могла бы воспользоваться этим шансом, чтобы уничтожить Рагнара. Но крылатая девушка все еще дрожит, думая, как Рагнар может двигаться. Она думает, что у нее не получается магия, и она действительно слаба. Небулун пытается привести ее в чувство, но она все еще потрясена своим поражением. В панике Ультиматия удивляет Кримсона, когда поднимает руку, чтобы произнести еще одно заклинание. Но Кримсон уже готов и нажимает на детонатор. Здание взрывается, отвлекая Ультиматию. Кримсон просто хочет еще больше ее сломить, учитывая, что Рагнар живет в ее голове бесплатно. Вокруг столицы раздаются новые взрывы, и Ультиматия не может поверить своим глазам. Она хотела подарить людям безболезненную и легкую смерть. Но Кримсон сделал наоборот. Кримсон улыбается своей безумной улыбкой, заставляя Ультиматию кричать в слезах. Она не понимает, что происходит. Ультиматия всегда верила в то, что она называет состраданием. Но Кримсон решил использовать разрушение, чтобы принести боль, смерть и отчаяние. Кримсон утверждает, что погибли десятки тысяч человек, и их число будет расти. Раздаются новые взрывы, и Кримсон спрашивает, что будет делать милосердный крылатый дракон. Люди на улицах ранены, просят о помощи, и Ультиматия грустит. Кримсон знает, что Ультиматия может спасти всех, потому что она милосердна. Но она должна использовать свою силу. Ультиматия кладет руки на голову и принимает решение. Она готовится использовать свою силу, чтобы перемотать весь мир назад. Но Нибулан останавливает ее. Если она это сделает, то исчерпает всю свою магию. Кримсон раздражается и решает уйти. Но Ультиматия плачет, потому что ничего не может сделать. Сейчас так много людей страдают, а она хотела это предотвратить. Кримсон заходит в переулок, где встречает Голема. Он хвалит своего хозяина за все, но поскольку Кримсон раздражен, он просто бьет своего подчиненного стеклянной бутылкой. Кримсон злится, потому что приказал Голему не закладывать бомбу в большую башню с часами.
Мало того, на стенах замка не хватило взрывчатки. Голем извиняется, объясняя, что ему нравится посещать некоторые предприятия в этом районе. Раздраженный Кримсон бьет голема бутылкой по глазу. Кримсон продолжает бить бутылкой, объясняя, что Ультиматия использовала бы заклинание, если бы эти места были разрушены. Затем Кримсон уходит, говоря, что это последний раз, когда голем ослушается его приказов. Голем подчиняется, но его разум говорит нам что-то другое. Он заложил достаточно взрывчатки в этих местах. Но он подал сигнал остановки, потому что хотел увидеть реакцию Кримсона. Голем не был уверен, что Кримсон изменился после встречи с Рагнаром. Это все потому, что Кримсон внезапно изменил планы, решил пойти на большой риск и подумал о том, чтобы спасти больше людей, если у них получится. Поэтому Голем волновался, что Кримсон изменился. Но на самом деле его босс все тот же псих, которого он всегда знал. Затем Кримсон открывает дверь своим ключом и отдает новые приказы Голему. Он должен остаться и избавиться от своего нынешнего тела. Его задача — следить за перемещениями родословной в его базовой форме. Голем в ужасе, потому что выполнение задания в его базовой форме — это настоящее наказание. Кримсон просто отвечает, что ему не нужен слуга, который испытывает его хозяина. Голем в шоке. Он не ожидал, что Кримсон поймет его намерение. Тем временем Небулум все еще держит Ультиматию за руку и присоединяется к плачущей девушке. В конце концов, он был бесполезен и ничего не мог сделать. Затем он вспоминает разговор с Боргом. Они говорили о периоде взросления дракона. Короче говоря, это время, которое им нужно, чтобы адаптироваться к крови их прародителя. Чем быстрее они проходят этот период, тем выше их потенциал. Зоре понадобился год, а Камуи всего 2 дня. Но Небулону хватило доли секунды. Короче говоря, его потенциал как член родословной самый высокий в истории драконов. Он должен был стать опорой Ультиматии, но все еще не может ее защитить. Он не понимает, как он должен превзойти Камуи, потому что Камуи предотвратил бы все это. Он понимает, насколько он слаб, и хочет стать сильнее. Внезапно его тело окутывает магия, и оно начинает вращаться. Кримсон что-то чувствует и понимает, что Небула эволюционировала. Этот парень с новым макияжем обещает, что найдет и Рагнара, и Кримсона. Кримсон понимает новый потенциал Нибулы, потому что знает, что Нибула чувствует его в другом пространственном измерении и ищет его. Но Кримсон знает, что Нибула не сможет его найти, потому что Кримсон создал эту комнату во время своего расцвета. Это врата, которые связаны со всеми частями мира, поэтому его невозможно найти. Несмотря на внезапное увеличение силы Нибулы, он не сможет до него добраться. Даже если он его найдет, прорваться через внешние силы невозможно. Затем Кримсон связывается со своей лунной базой. Он думает, что все пошло не по плану, но результат был потрясающим. Он решает начать подготовку к следующим нескольким годам и уходит. Услышав эти слова, Рагнар вспоминает время, проведенное с Лео. Он заставляет себя встать и говорит Кримсону, что не уйдет. Он падает на бок и повторяет, что не уйдет, пока не закончит свою работу по охоте на Ультиматию. Он пытается заставить себя встать и снова сражаться. Он говорит Кримсону, что знает, что это комната телепортации, и говорит, что вернется. Кримсон пытается его успокоить, говоря, что битва окончена и результаты потрясающие. Кримсон краснеет, утверждая, что Рагнар сильнее, чем ожидалось, что еще более странно, чем его психованная улыбка. Кримсон смеется, говоря, что Ультиматия выглядела жалко, когда запаниковала. Но сейчас Рагнар должен отдохнуть, иначе Кримсон оторвет ему голову. Рагнар злится и кричит, что ему плевать на чувства Кримсона. Он просто хочет убить Ультиматию. Он не хочет, чтобы она жила еще хоть секунду, и заставляет себя встать. Он использует всю свою силу воли, чтобы активировать свою серебристую боевую ауру, утверждая, что вернется. Кримсон не может поверить, что у Рагнара еще столько сил, и приказывает Химере его удержать. Затем Кримсон наступает Рагнару на голову, жалуясь, что тот пытался использовать свою технику. Он называет его глупым идиотом и обещает убить, если Рагнар повредит эту комнату. Серебряные боевые искусства и альтернативные измерения несовместимы. И просто используя свою ауру, Рагнар сделал небольшую трещину в этом карманном измерении. Кримсон решает быстро ее заделать. Но Небула их нашла. Кримсон не может поверить, что это возможно, и пытается открыть дверь, но она не поддается. Небула говорит, что разрушит барьер и вытащит их оттуда. Кримсон понимает, что дверь не открывается из-за сочетания сил Рагнара и Небулы. Кримсон начинает паниковать, называя Небулу идиотом, который посвятил себя Ультиматии. Он кричит на Нибулу, чтобы тот знал свое место, и приказывает Голему убить его. Голем, который прячется в здании, стреляет в Небулу из серебристого снайперского ружья. Несмотря на то, что Небула потерял часть головы, он приказывает Боргу атаковать снайпера. Но сейчас есть кое-что более опасное — Рагна. Химера больше не может его сдерживать, и ему удается вырваться. Он встает, используя всю свою силу, и решает сразиться с Нибулой. Каждый из них обещает убить друг друга. Кримсон не может поверить, что сейчас происходит с этим чертовым драконом. Их сила полностью разрушает ее магию, и она злится на Рагнара, потому что он помогает их врагу разрушить его план. Но Рагнар все еще усиливает свою ауру.
Затем мы видим военную тренировочную площадку на северо-востоке Лиса. Там девушка жалуется, что драконы должны были напасть на это место сегодня ночью. Но намерения дракона внезапно изменились. Затем приходит парень, называет ее принцессой и хочет что-то сообщить. Сначала он спрашивает, почему она ест этот кусок мяса. Она отвечает, что драконы убивают людей, поэтому она тоже будет есть драконов в отместку. Парень сообщает, что их телепортационный круг под землей кого-то затянул. Она спрашивает, не дракон ли это, но парень говорит, что ей лучше самой это выяснить. Тем временем мы видим, как Кремсона с завязанными глазами ведут охранники. Он думает, что ему не повезло, потому что их выгнали из комнаты с глобусом, и они оказались в случайном месте. Кримсон обычно готов к таким ситуациям, но это место худшее из возможных сценариев. Он очнулся и уже почувствовал лезвие у своей шеи. Он хотел выбраться из страны, но в итоге его схватил самый ужасный человек в королевстве. Затем он встречает принцессу Старию, командующую спецназом королевской армии. Стария приветствует Кримсона и просит своих подчиненных объяснить ситуацию. Ее подчиненные объясняют, что они нарисовали магический круг, и внезапно появились два парня. Он также объясняет, что круг не поврежден, поэтому их миссия не пострадает. Стария смеется, а затем спрашивает о Рагнаре, втором человеке. Ее советник отвечает, что Рагнар в критическом состоянии и не может говорить. Однако они уже проверили его кровь и подтвердили, что он не дракон. Поэтому о нем заботятся. Они не проверяли кровь Кримсона, потому что он согласился ответить на несколько вопросов. Стария решает разобраться с Кримсоном, но сначала предлагает ему поесть драконьего мяса. Кримсон следует инструкциям, но его начинает тошнить, когда Стария показывает ему драконье мясо. Стария смеется, но Кримсон думает обо всей информации, которую он знает о Старии. Она родилась без рук, но ее глаза могут чувствовать ауру, излучаемую всеми предметами, и эта аура позволяет ей перемещать что угодно, как телекинез. Первым, что она контролировала, был набор столовых приборов, и ее стали называть принцессой столовых приборов. К 6 годам она в одиночку победила 3 низших драконов. 2 года спустя она убила целую стаю драконов, включая 2 средних. Короче говоря, она быстро стала талантливой, выигрывала турниры и создавала снаряжение для уничтожения драконов. Но это не причина, по которой Кримсон ее ненавидит. Он ненавидит ее, потому что глаза Старии позволяют ей видеть ложь. Затем Стария открывает глаза и начинает допрос. Она спрашивает, кто такой Кримсон и как он сюда попал. Кримсон решает подумать обо всей этой ситуации, прежде чем ответить. Он знает, что Стария хочет использовать магический круг, чтобы сбежать из страны. Это потому, что Зоры и Тиректор преследуют их, и у них нет шансов против этих драконов. Короче говоря, цели Старии и Кримсона совпадают. Он думает, что им стоит сотрудничать и сбежать в безопасное место. Однако, самая большая проблема в том, как Кримсон ее обманет. Принцесса может видеть, как меняется аура в зависимости от эмоций, что усложняет задачу Кримсону. Он думает, что ему нужно действовать, но добавить что-то реальное о себе, чтобы убедить Старию. Он винит Рагнара в том, что тот оказался в этой ситуации. Пока он спит, принцесса начинает жаловаться, потому что Кримсон не отвечает уже 2 секунды. Кримсон извиняется, но понимает, что Стария не замечает, как он раздражен. Поэтому он решает, что может обмануть ее ложью, используя свою ауру. Затем он решает показать один глаз, чем всех пугает. Они называют его драконом. Но Кримсон представляется как Криш Вайс, Тауматург. Затем Кримсон вспоминает, как принцесса Стария стала знаменитой. 7 лет назад она подошла к генералу из своего королевства и хладнокровно убила его. Все думали, что она сошла с ума. Но после расследования дела выяснилось, что генерал планировал переворот с соседней страной. Все хотели узнать, как принцесса об этом узнала. Но она просто ответила, что знает, кого нужно убить, просто взглянув на него. Все удивляются, увидев драконьи глаза Кримсона. Но Кримсон знает, что некоторые люди рождаются с огромной магической силой, что иногда приводит к появлению у них нечеловеческих физических особенностей. Кримсон знает, что один из подчиненных Старии – Тауматург, поэтому этот план должен быть убедительным. Однако самая большая проблема – это сама Стария. Если ее инстинкты подскажут ей, что кто-то виновен, она убьет его без колебаний. Это еще одна причина, по которой Кримсон показывает свои драконьи глаза и смотрит ей прямо в лицо. Кримсон объясняет, что он скрывает свою личность Тауматурга и работает аптекарем в столице. 4 глаза спрашивает, как сейчас обстоят дела в столице. Кримсон отвечает, что там было спокойно, по крайней мере, пока на нее не напали драконы. Затем он начинает манипулировать своей маной, чтобы обмануть Старию, делая вид, что нервничает. Он хочет создать впечатление, что боится быть искренним, но надеется, что они поймут. Затем он продолжает свое объяснение, рассказывая, что король приказал разместить беженцев. Они никогда не доставляли проблем, пока не произошли взрывы. 4 глаза шокированы и просят больше информации. Кримсон отвечает, что не знает, объясняя, что Рагнар, ее слуга, был ранен во время взрыва. И тогда он решил сбежать, используя магию телепортации. Но по какой-то причине они оказались в магическом круге этого объекта. 4 глаза заключают, что на столицу напали драконы. Но Тауматург подозрительный и спрашивает, как Кримсон научился магии.
Он отвечает, что его нужно официально обучить, особенно когда дело доходит до использования военной магии, такой как телепортация. Он спрашивает, не дезертир ли Кримсон. Кримсон манипулирует своей маной, чтобы показать замешательство, и отрицает это. Парень думает, что он попался. Кримсон считает, что его импровизированная история успеха упоминает, что религия Соларии действительно сильна. Он думает, что может использовать эту фальшивую личность, чтобы стать советником Старии. Однако Стария видит его насквозь и называет Кримсона лжецом. Она знает, что Кримсон смешивает ложь с правдой. Затем она объясняет, что знает, когда кто-то лжет, потому что видит ауры людей. И она использует колебания ауры, вызванные эмоциями, чтобы определить, кто говорит правду. Но это не так работает. Она знает, что можно контролировать колебания ауры. Поэтому она обращает внимание на чью-то ауру. Если кто-то честен, его аура синяя. А у лжеца аура красная. Но аура Кримсона на самом деле синяя, а не красная. Но она все равно знает, что Кримсон лжет, потому что его аура пахнет рыбой. Кримсон шокирован и пытается объясниться. Но Стария просто дает ему огромный меч и говорит, чтобы он взял его. Она объясняет, что, несмотря на то, что Кримсон лжец, она дает оружие только тем, кто ей нравится. Кримсон подчиняется, но Стария плохо реагирует и просит вернуть оружие. Затем Стария объясняет, что может использовать серебро, чтобы видеть эмоции и понимать истинную природу человека. Она пытается объяснить это, рассказывая о природе 4 глаз. Кто раздражен. Затем она рассказывает о старике с забавными усами. Она говорит, что он ее мастер меча, объясняя, что он всю жизнь тренировался, чтобы слиться со своим мечом. Короче говоря, она хотела бы выйти замуж за такого, как он. Только немного красивее и моложе. Затем она объясняет, что истинная природа человека зависит от того, как он живет. Но когда Кримсон коснулся меча, Стария почувствовала только смерть. Она приказывает всем обнажить мечи и обвиняет Кримсона в том, что он стоит за взрывами в столице. Кримсон обращается к тауматургу и просит о помощи, но тот отказывается, объясняя, что они следуют решению Старии. Затем Стария атакует мечом, заставляя Кримсона кричать. На самом деле Кримсону все равно, потому что он не умрет. Он просто воспользовался этим шансом, чтобы спрятаться на базе, а затем сбежать с Рагнаром. Внезапно появляется Рагнар и хватает меч, говоря, что он тот, кто убьет Кримсона. Стария пугается и отбрасывает меч. Он спрашивает, не сделал ли Кримсон снова что-то ужасное. Но дракон отвечает, что он жертва. 4 глаза в замешательстве видят здесь Рагнара, но замечают, что мастер меча их команды лежит на полу. Внезапно Стария падает на пол. Она слишком потрясена, чтобы что-то сказать, что сбивает с толку всю ее команду. Один из членов команды поправляет ее одежду и поднимает ее. Но Стария указывает на Рагнара и называет его мечом с руками. Рагнар в замешательстве спрашивает, что Кримсон сделал с принцессой. Кримсон отрицает это, объясняя, что он виноват. Рагнар не понимает, что происходит. Но Кримсон быстро считает 2 плюс 2 равно 4. Он понимает, что это потому, что Стария видит мир иначе, чем все остальные. Он задается вопросом, как принцесса видит Рагнара? Ведь он единственный, кто превзошел пределы силы, вложенные в его серебряный меч. Стария в шоке, потому что видит в нем меч с руками и ногами. Она падает на пол и спрашивает, что это такое, заставляя всех своих подчиненных напасть на Кримсона за то, что он что-то сделал. Кримсон бьет 3 парней кулаком и отрицает, что что-то сделал. Принцесса снова смотрит на него, думая, что Рагнар – идеальное сочетание человека и серебра. Она думает, что он нечто большее, чем вершина силы. Наставник и подчиненный Старии немного смущены. Ее наняла королевская семья, чтобы подготовить принцессу к замужеству. Но принцессу больше интересовало создание мечей и шум. Наставник всегда хотел, чтобы Стария вышла замуж как можно скорее, чтобы расторгнуть контракт и уйти на пенсию с огромным бонусом. Но Стария просто попросила ее познакомить ее с мужчиной, который заставит ее влюбиться по уши. Наставник в шоке от того, что этим мужчиной оказался Рагнар, который просто случайно появился. Стария сравнивает руки и ноги Рагнара с чем-то идеально вылепленным. А его аура – чистая серебряная сила. Но самое главное – его лицо, похожее на меч. Она начинает вести себя как застенчивая фанатка и спрашивает своего наставника, что ей делать. Рагнар все еще в замешательстве, а 4 глаза спрашивает, не враг ли Рагнар, который напал на нее. Кримсон в шоке, потому что он не ожидал такой реакции. Рагнар пытается поговорить со Старией, но она прячется за своим наставником, думая, что она была груба, когда смотрела на него. Она беспокоится, что он подумает, что она странная девушка, и робко спрашивает своего наставника, что ей делать. Но ее наставник не знает, как реагировать, и спрашивает, что им с ней делать. Рагнар пытается говорить очень медленно, как будто ему 5 лет, и объясняет, что не собирается с ними драться и готов подчиняться их приказам, если они не убьют Кримсона. Оказывается, Кримсон сказал ему это сказать. 4 глаза решают арестовать их и посадить в камеру. Он объясняет, что им придется подождать там, пока они не решат, что с ними делать. Оставшись наедине, они решают поговорить. Кримсон говорит, что хочет поговорить в удобной обстановке, но сбивает Рагнара с ног и наступает ему на голову. Затем Рагнар спрашивает, почему Кримсон пытался сбежать.
Кримсон отвечает, спрашивая, почему Рагнар испортил его план. Рагнар отвечает, что они не могут оставить Ультиматию в живых, иначе погибнет еще больше людей. Кримсон отвечает, что Рагнар проиграл, но Рагнар не хочет тратить ни секунды на охоту за Ультиматией. Кримсон отвечает, что он спас Рагнара, но в ответ Рагнар сопротивлялся и разрушил его магическую сферу. Мало того, он сейчас не знает, где находится его подчиненный. Он спрашивает, как Рагнар компенсирует ему это. Но Рагнар раздражает его, отвечая, что это будет сделано путем убийства Ультиматии. Кримсон снова наступает ему на голову, и Рагнар жалуется на боль. Кримсон отвечает, что он корректирует ауру Рагнара, потому что тот перестарался в предыдущей битве. Рагнар благодарит его за помощь и говорит, что они вернутся в столицу, как только он поправится. Кримсон жалуется, потому что Рагнар не понимает, что он говорит. Рагнар объясняет, что он просто хочет все сделать, и спрашивает о слизи. Кримсон уже забыл о нем, но заметил, что немного слизи прилипло к Рагнару. Затем он подстригает волосы и использует Рагнара как стол, чтобы вызвать ее. Оказывается, слизь стала меньше, и Кримсон снова наступает на Рагнара, жалуясь на очередную потерю. Затем слизь спрашивает, где они, и Кримсон объясняет, что они на военной тренировочной базе в Северном Лисе. Он объясняет, что это древнее подземное сооружение, которое было раскопано и восстановлено. Но для них это все равно хорошая возможность. Кримсон говорит, что эта база находится в опасной ситуации, и спрашивает, захочет ли Рагнар вернуться в столицу, услышав это. Рагнар и Слизь заинтересовались этим. Тем временем гражданские жалуются, что прошло уже 5 дней, и спрашивают, сколько еще им придется оставаться на базе. Они все хотят увидеть Старлию и получить ответы, но охранники не пускают их. 4 глаза и Тауматург наблюдают издалека и говорят, что дела идут плохо. 4 глаза рассказывают, что гражданских привезли туда без объяснения причин и держат в некомфортных условиях. Фомург спрашивает, что это за 1,5 точки. Гражданские начнут бунтовать. 4 глаза отвечают, что они сделали это, потому что гражданские последовали бы первоначальным инструкциям и отправились бы в столицу. Фомург утверждает, что они просто используют это как предлог, чтобы мотивировать солдат. Затем 4 глаза просят его сохранить присутствие незваного гостя в тайне. Он объясняет, что люди будут возмущены, если узнают, что Старлия не смогла убить Кримсона, не говоря уже о Рагнаре, который намного сильнее всех остальных. Внезапно прибегают еще 2 парней и спрашивают, правда ли, что старик потерпел поражение. Большой парень объясняет, что они вернулись из разведки и нашли старика. Он был травмирован и рыдал в коридоре. Затем он все им рассказал. 4 глаза знают, что старик должен быть сильнейшим фехтовальщиком в мире. Однажды он отрубил конечность превосходящему его дракону и нанес последний удар Дорнии. Но появился случайный парень и победил его за секунду. Старик думает о том, как принцесса похвалила его за силу. Но теперь она нашла другого парня, который сильнее и моложе. Маленький парень хочет сразиться с Рагнаром, но 4 глаза хочет сначала доложить. Парни отказываются отвечать, говоря, что они не его подчиненные. Внезапно появляются 2 девушки и спрашивают, правда ли, что Старлея влюбилась в незваного гостя. 2 других возбуждаются и спрашивают, не тот ли это парень, который победил старика. Тем временем принцесса одна думает о Рагнаре. Ее наставник дает ей пощечину, и она злится. Наставник объясняет, что это первый раз за много лет, когда ей удалось нанести удар. Она объясняет, что Старлия не смогла увернуться от удара, потому что влюбилась в Рагнара. Принцесса смущается и пытается отрицать это, даже называя наставника обезьяной. Наставник снова бьет ее и просит Старлию признаться. Иначе он будет продолжать ее бить. Старлия спрашивает, любовь ли это, и говорит, что Рагнар горячий. Она начинает хвалить его фигуру и понимает, что она поверхностна. Ее наставник шокирован тем, насколько они разные. Но она спрашивает, разве это не хорошо? Она объясняет, что рада, что Старлия наконец-то влюбилась, но есть проблема. Она говорит, что их корпорация – могущественная сила. На самом деле, они самые сильные люди в стране. Стара подтверждает это, говоря, что они такие же сильные, как ее мечи. Однако ее наставник говорит, что без Стары они просто талантливые люди. Короче говоря, если Стара будет думать о чем-то другом, она не сможет ими командовать. Стара приходит в себя и стреляет из своего оружия. Она говорит, что это слишком тяжело для нее, и спрашивает, что будет, если оно ее раздавит. Ее наставник отвечает, что некоторым людям нужно нести на своих плечах большой груз, чтобы сиять. Затем Старлия возвращается к своему обычному состоянию и говорит, что она должна быть такой человек. Тем временем мы видим, как Ультиматия пытается поговорить со своим богом. Она извиняется за свою слабость и обещает, что все равно выполнит задание. Внезапно ее бог обнимает ее. Затем ребенок спрашивает, почему она ее не спасла. Ультиматия шокирована, когда ребенок называет ее сестрой, но затем она просыпается от сна. Она встает и пытается использовать свою силу, чтобы остановить время.